Привет! У нас в магазине Gox есть хорошая традиция первыми привозить новинки техники для фотографов и видеографов в Украину. Сегодня мы решили развить эту традицию и теперь будем первыми рассказывать про них на YouTube. Сегодня к нам приехало две новинки от Aputure. Это Aputure AL-MX и Aputure AL-F7. Это самый мощный накамерный свет и самый компактный и при этом мощный накамерный свет. Распакуем их, посмотрим, что внутри, сравним с классическими накамерными источниками света и посмотрим, что лучше. Поехали! Ну что, с какого начнем распаковку? Кристин, с какого? Говорит с красивенького. Давайте с этого. Это у нас компактный обновление AL-M9. Компактный накамерный свет, который вообще-то можно назвать карманным. В комплекте у нас идет инструкция на английском и китайском, гарантиечка, открыточка от Aputure. Вот такой вот чехольчик, еще больше, чем предыдущий, который был очень большой, намного больше, чем должен быть. Такой вот конвертик, в котором есть дополнительный рассеиватель, еще более мягкий рассеиватель и липучки со скотчем, двухсторонние липучки. Они нужны, чтобы приклеивать сам свет куда-то или чтобы прикрепить вот этот рассеиватель. Дальше у нас есть резиночки, две. Зачем они нужны, я не знаю, если знаете, пишите в комментариях. Дальше у нас есть шаровая головка, она вот такая вот. Это старая шаровая головка, она шла раньше со всем светом Aputure, продается отдельно тоже. Достаточно крепенькая, но такая небольшая, можно и получше. Дальше у нас идет USB-C кабель. Если не знаете, это новые типы USB, новый стандарт. Он сейчас во всем будет появляться, потому что он удобней и засовывается с двух сторон. Это главное преимущество для людей, а так там очень много чего нового. Ну и, наконец, самое интересное, это сам свет. Весит он около 300 грамм, что вообще-то достаточно много. То есть он весит, на самом деле, даже больше, чем вот этот накамерный свет и больше, чем все вот эти вот варианты, но без батарейки, конечно. Вот, а здесь батарейка уже встроенная и такой вес приличный. Такое ощущение, когда берешь в руки хороший такой стеклянный смартфонище. Вот какое-то такое. Здесь у него рассеиватель на магнитиках, как это принято в Aputure. Здесь еще есть дополнительный, так что можно поставить сразу два и между ними уже закреплять какой-то рассеиватель. Ну, в общем, ситуации, как у нас было на видео с Кристиной, если помните, там сейчас где-то здесь появится ссылочка, такой ситуации с этим светом не будет. Что, давайте включим, посмотрим, на что он способен при нашем студийном освещении. Оп. И это у нас... Вот это у нас самая высокая мощность. Очень яркий, намного ярче, чем его младший братик M9. Цветовая температура здесь сменная. Самая желтая это 2800 и самая холодная это 6500. То есть самая мощная где-то чуть-чуть ниже, чем дневная температура. Переключается она 5 шагами. То есть полностью желтая, чуть-чуть добавляется белого, средняя, чуть-чуть меньше желтого, больше белого и полностью белое, то есть всего 5 шагов. То же самое мощность, тут 5 ступеней, которые 4 нажатиями изменяются. Все управление светом здесь идет сверху. Управление не очень удобное, но понятно, потому что в такое маленькое пространство запихнуть столько функций удобно не получится. Поэтому что сделали они? Есть кнопка, которая меняет температуру, делает ее теплее, и она же делает свет слабее. Вторая кнопка делает свет холоднее и мощнее. И еще здесь есть кнопочка буста, которая на 60 секунд увеличивает мощность на 30%. Но после этого нужно, чтобы приборчик отдохнул, и режим буста нельзя включать потом еще следующую минуту. То есть можно 60 секунд в бусте, 60 секунд просто и так далее. Давайте сейчас включим, посмотрим, как он красиво светится. Итак, нажимаем. Ничего так. Перейдем к F7. Ну что, давайте теперь распакуем, как Кристина сказала, некрасивую коробочку. Итак, здесь у нас коробочка гораздо проще. То есть, если там был такой твердый, хороший картон, то здесь обычная такая картонка китайская. Вот, выбрасываем. F7 у нас идет в таком вот чехольчике, как по мне, гораздо более практичный, чем то, что предлагается использовать с MX, хотя бы потому, что он соизмерим по размеру с самим светом. Давайте посмотрим, что здесь внутри. Здесь внутри обновленная шаровая голова.
в отличие от прошлой, она полностью металлическая и выглядит намного внушительнее. Давайте сравним с этой. Ну, то есть, я думаю, понятно, на какую вам будет комфортней ставить свет. Дальше у нас здесь тот же USB-C кабель. Опять же, открыточка от Aputure, инструкция на английском и китайском, гарантиечка. Такой вот чехольчик, пакетик с двумя рассеивателями, поплотнее точнее, и попрозрачней. И дальше у нас идет сам свет. Такой вот он красивый. И нам нужна батарейка, чтобы его включить. Нашлась батареечка. Давайте включим, посмотрим, как он светит. Одной из отличительных особенностей этого света является то, что минимальная мощность у него всего 1%. Вот сейчас включено 1%. Не знаю, даже видно что-то нет. Зато максимальная мощность у него будет видна точно. Вот такая вот она. На себя даже не показываю, потому что перебор. Еще одна особенность этого света — это расширенный цветовой диапазон. Цветовая температура здесь меняется от 3200 до 9500. Что это дает? Обычно свет двухцветный 3200 идет 5500. И самая высокая мощность у него, когда и те диоды работают на полную. И это получается цветовая температура 4000 с чем-то. Ну, не очень практичная на самом деле. Здесь же за счет этого расширенного диапазона и те диоды, работая на полной мощности, дают как раз дневной свет 5500. И поэтому самая высокая мощность у этого источника на 5500. Давайте посмотрим, как этот цвет будет светить в фильтре. Надеваем самый плотненький и смотрим. Слушайте, ну прям красиво. Кристина, красиво? Да, говорит да. По управлению этот цвет гораздо удобнее, чем MX, при этом кнопочек меньше даже. Здесь есть всего лишь одна кнопка включения-выключения и кнопка регулировки температуры или мощности. Чтобы поменять, что вы сейчас регулируете, нужно нажать на эту кнопку. Сейчас, например, стоит регулировка температуры. Она здесь горит зелененьким. Нажимаем на кнопочку и горит регулировка мощности. Вот такая система. Дальше здесь идут разъемы под винт, чтобы закрепить цвет или на камере, или еще где-то. Он есть снизу, точнее он есть снизу, сбоку и сверху. Спереди у нас идет крепление для рассеивателей. Сама передняя панелька сделана как в флагманском светодиодном свете Aputure 3.8. Она ударопрочная. Она должна, по их заявлениям, выдерживать падение со стойки. То есть не пуля непробиваемая, но падение выдержит. Здесь пластик вот точно такой же. Вообще очень визуально похоже. Единственное, что и на том, и на 3.8, и на этом источнике есть такие вот крепления для рассеивателя, и вот они как раз от падения отломаются наверняка. Да? То есть никакая тут ударопрочность не поможет. Но все-таки диоды защищены. И очень удобно вот так вот крепить фильтрики. Раз, и все, надели. Раз, и поменяли на другой. Очень удобно. Но еще раз говорю, вот это крепление фильтров как раз первое, что отломается, если вы будете этот цвет часто ронять. В остальном, по качеству изготовления, все достойно. Не уровень MX, конечно, который просто вообще по-царски сделан. Полностью металлический, такой классный. Вот этот все-таки пластиковый, но при этом пластик приятный, без каких-то, в общем, без китайщины особой. Давайте перейдем к тестам. Сравним яркость этих двух источников с классикой, чтобы вы примерно понимали, мощнее они или слабее какой-то знакомой вам техники. Сравнивать будем с Yongnuo 300 Air, самым вообще популярным, мне кажется, накамерным светом, с прошлой версией MX, ну, точнее, с более младшей версией MX M9, и с аналогом от Godox, очень интересным, про него расскажу во время теста немножко. Сравнивать будем следующим образом. Поставим сюда люксометр, сюда ставим свет, здесь у нас примерно метр, не супер научно, но сравнить можно. Ну, правда, для этого нам нужно будет выключить свет здесь в студии. Так намного лучше. Поехали. Начнем по убыванию цены, то есть самого дорогого источника, а это у нас сегодня MX. Несмотря на его размер, реально это вот самое дорогое и тяжелое, кстати, что у нас сегодня в сравнении. Давайте включим его. Давайте для начала без рассеивателя на самой холодной температуре. На ней он, по идее, должен быть самый мощный, но мы сейчас проверим. Итак, на этой температуре у нас показывает 450 люксов. Теперь давайте включим среднюю. Да, здесь у нас уже 420 люксов.
делаем еще более теплую, 360. И давайте на самый холодный с рассеивателем посмотрим, что у нас получится. И с рассеивателем у нас 380 люксов. И последнее. Это самый максимум на самой большой яркости, самый белый свет с бустом. Включаем буст. И 530 люкс. Вот такой вот у нас малыш. Давайте возьмем F7. Как я уже говорил, самый мощный он на 5500. На этой температуре давайте и померяем. И здесь у нас 2200-2300 люксов. Немножко скачет. Ну, наш антинаучный тест это позволяет такие разбросы. И еще давайте посмотрим с рассеивателем, чтобы было честно, потому что Yongnuo и Godox у нас идут со встроенным неснимаемым рассеивателем. Поэтому уравняем шансы и посмотрим, что на такой мощности. На такой мощности у нас 1550. Вот такие дела. Давайте проверим на крайних положениях еще без рассеивателя. 3200 у нас идет 1100 люксов. И на 9500 у нас идет 1450. Вот такие дела. Теперь давайте сравним с более младшей моделью MX, это M9. Мы про него недавно делали видео, можете посмотреть обзорчик и способы применения. Он не очень мощный, но зато за счет компактности и универсальности очень-очень полезен. И он у нас с рассеивателем дает где-то 260 люксов. А без рассеивателя, ну, не факт, что вы его будете так использовать, 330. То есть совсем немного. Теперь посмотрим, на что способна классика. И начнем с Yongnuo 300 Air. Самый популярный, во всяком случае, в нашем магазине на камерный свет. И на полной мощности он выдает 520 люксов. 510-520. И намного больше, чем вот этот вот малыш, у которого все внутри. Давайте теперь посмотрим, сколько получится люксов на 5500. Только 5500 без 3200. На 5500 всего лишь 320 люксов, то есть даже меньше, чем MX на белом свете. И теперь давайте проверим желтый. Полностью выключаем белый, оставляем желтый. И на желтом у нас еще меньше, 270-280 люксов. Так что вот такие дела. То есть вот этот накамерный свет, несмотря на то, что он самый популярный, он на самом деле самый слабый из всех этих вариантов, которые мы тестировали. И, наконец, Godox LED P120C. Вот этот вот источник. Как я говорил, он интересен. И вот чем. У него диоды расположены не прямо под рассеивателем, как у Yongnuo, как у всех источников света, которые у нас сегодня есть. Они, как я понимаю, расположены по кругу. Мы очень ждем, когда кто-то из наших покупателей сломает этот свет, чтобы мы могли отдать его в нашу сервисную мастерскую и как следует заснять процесс сборки-разборки и посмотреть, как он там внутри устроен. Но пока вот эта зараза ни у кого не сломалась. Будем сами ломать. Одна из особенностей этого света, в отличие от Yongnuo, у него цветовая температура и мощность меняются отдельно. И здесь мы просто можем выставить 5500 и полную мощность. И давайте посмотрим. На 5500 на полной мощности наш приборчик выдает 400 люксов. Всего лишь 400 люксов. Немного, прям скажем, да, то есть меньше, чем MX, если я не ошибаюсь. И на 3200 у нас всего лишь 340. Вот такие дела. А на среднем промежуточном значении 330. То есть, видите, такой интересный источник света. У него самая высокая мощность на 5500. Несмотря на то, что он двухцветный, каким-то образом китайцы умудрились сделать так, что двухцветный свет самый мощный на самом белом. Видимо, просто белых диодов больше или
надо разбирать и смотреть, потому что, конечно, очень-очень интересно. Вот такие результаты. Что можно сказать в итоге? MX, конечно, удивил. В таком компактном корпусе запихнуть столько мощности нужно было постараться. Это уже реально конкурент обычным накамерным источникам типа Yongnuo, Godox или аналогов. Потому что M9 все-таки был слабоват. Его можно было использовать только на камерах с хорошей чувствительностью. А вот этого уже реально можно ставить на любую камеру, и он вам даст достаточно хорошее освещение, при этом можно использовать невысокие значения ISO. F7 удивил еще больше. Такого мощного накамерного света, по-моему, вообще никто еще не делал. Он настолько мощный, что... А давайте добавим еще два приборчика к нашему сравнению и посмотрим, насколько именно он мощный. Например, вот такую вот панельку. И вот такую вот панельку. Для начала давайте еще раз померяем, сколько люксов выдает F7, потому что мы, честно говоря, уже забыли. 5500 полная мощность, и на полной мощности он выдает 2100-2200 люкс. Теперь Yongnuo 600 Air. Он требует двух батареек для того, чтобы работать, потому что диодов здесь очень много. И несмотря на это, мощность его на таком расстоянии всего лишь 950 тысяч люксов. Теперь давайте посмотрим, что даст Godox LEDP260C. Имеет такую же схему расположения, как 120-ка. Поэтому самая высокая мощность у него тоже на температуре 5600. Давайте ее и поставим. Итак, 100% мощности, 5600 и всего лишь 700 люксов. Но, как я говорил, на 4400, например, будет еще меньше, то есть 600. Кстати, чем еще эти Godox отличаются от всех остальных источников света в нашем сегодняшнем сравнении, это рассеивателем. У этих Godox такой рассеиватель, который полностью убирает эффект елочки в тенях. Это проблема, которая преследует все светодиодные источники с большим количеством диодов, в котором каждый отдельный диод создает свою тень. И за счет схемы расположения, которая обычно идет рядами, получается такая вот повторяющая рисунок диодов лесенка в тенях. Здесь отдельных диодов не видно, и поэтому в тенях вы просто получаете ровные мягкие тени без какой-либо лесенки. Поэтому этому Godox можно простить такую слабую мощность. Что ж, на этом все. Если подводить короткий итог, и тот источник света очень крутой. Поэтому Кристина уже делает обзоры про каждый из них. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить эти видео. А в комментариях пишите, какой обзор хотите увидеть первым. Про F7 или про MX. Пишите в комментариях. Пока-пока!